Всем привет! Видео для Ивана, город Новосибирск. Новосибирск ведь? Не Новороссийск. Новосибирск, да. Наносим венецианскую штукатурку. Товар уже уехал сегодня. Показываем какой-то смысл, ну то есть как ее можно нанести. Дальше уже цветовые решения за вами, линии за вами. Сколько слоев вам нужно нанести, это все остается на ваш выбор. Надеюсь, что видео будет полезным. Смотрим и не забываем ставить лайк. Под венецианскую штукатурку первым делом нужно стены подготовить. Стена должна быть вот в данном случае не просто примерно ровная, она должна быть идеально ровная. Идеально ровная, прочная, грунтованная, шпаклеванная. И тоже не должна быть сухая смесь на стенах. Должна быть готовая шпаклевка в ведрах. И плоскость должна быть, то есть какие-то впадины, бугры, это не годится под венецианку. Наносим праймер. Если, например, венецианка темного цвета, то и праймер, соответственно, будем наносить темный. С помощью валика все как обычно. Раскатываем. Укрывистость хорошая. Венецианка у нас будет на акриловой основе. Праймер у нас тоже на акриловой основе. Честно говоря, я, может, где-то ошибаюсь, но праймеры я видела только на акриловой основе. Может быть, они и есть там на известковой. Венецианка-то точно есть на известковой, а вот праймер как-то я немножко сомневаюсь. Раскатываем, чтобы не было наплывов, капель стекающих. Я поняла, почему у нас иногда засвеченная. Нам шторки хочется, наверное, вот сюда. Мы около окна находимся. Сейчас я покажу, как. Сюда. Гвоздь надо шторки. И в гвоздь сразу же мне камень прилетел. И в гвоздь шторки, везде шторки. Да, шторы нам надо. Кому рекламу надо по шторам? Обращайтесь. Обращайтесь. Кому надо шторы? Нам. Кому нужна реклама? Молчание. Нет, действительно нужны шторы. Красивые шторы. Окрасили, оставляем сохнуть часа на 4-6 в зависимости от влажности воздуха. Проверяйте. Если сухая, если высох праймер, или краска, да, что в вашем случае? В вашем случае праймер. Если он высох, то цвет более-менее однородный встает, поверхность на ощупь сухая, теплая. После того, как праймер или краска высохла, можно немножко это зашкурить, зашлифовать, чтобы убрать какие-то капешки, я не знаю. То есть поверхность ровная должна быть. Мелкая шкурка. Номер какой? Да шут его знает. 320-е. 320-е. У нас цель заезд просто. Если на поверхности будет пыль, можно протереть ее влажной тряпкой, допустим. Так, теперь по праймеру. Наносит Роман у нас, я, кстати, забыла сказать. И по праймеру немножко он делает белой венецианки с помощью шпателя. Но, наверное, можно это кистью тоже, да, сделать? Можно, сказал. Плохо слышно там. Смотрите, венецианская штукатурка, ее нанесение, это, я думаю, что одно из сложнейших способов. И здесь нет никогда каких-то норм и правил. Вы должны просто наносить и понимать, что вам это нравится. И не покрывать воском, пока вы не уверены, что у вас все красиво.
То есть, ну, что, по моему мнению, венецианская штукатурка, нанесение ее там под мрамор или еще как. Понятно, что керамогранит и плитка, это, ну, по большому счету печать. То есть это штамповка такая. А тут ручная работа. И вот ее кто как видит, это только один из возможных вариантов нанесения. Каждый по-своему, нет никаких правил. Единственное правило, чтобы ровная была поверхность. Немножко подсохнет и вернемся. После того, как подсохли вот эти полоски, срезаем торцом кельмы, излишки, чтобы не было бугра. То есть у нас остается вот такая вот белая полоска. И теперь наносим черную венецианку тонким-тонким слоем. Максимально тонко, и чтобы беленькое вот это было видно. Может быть, еще неплохо было бы подшкурить, но сейчас будет видно. Так, что у нас получается? Из-под черной венецианки видны белые прожилки. Они у нас должны остаться в глубине. Кельма должна быть чистая-пречистая, чтобы не было никаких мусоринок, там засохшие. Венецианка же быстро сохнет. Наносится тонкими слоями, быстро высыхает. Так вот, на кельме она тоже подсыхает быстро. Кельму чистим периодически. Так, наши клиенты. Иван из города Новороссийск. Очень смелые люди. Они собираются нанести венецианскую штукатурку своими руками. Респект и удачи вам. Сложная достаточно работа, как мы и предупреждали, но будем надеяться, что все у вас получится. Еще слой Роман наносит. Венецианка буквально высохла за считанные минуты, можно сказать. И прямо еще один тонкий-тонкий слой. Надеемся, что это видео соберет много-много просмотров,
Потому что как только венецианка выходит на канале, так сразу же кому-то очень нравится, кому-то вообще категорически не нравится. Сразу же много специалистов. И каждый продвигает свою теорию нанесения или свой опыт, да, практику. Ну, как я уже и сказала, здесь нет никаких стандартов. Главное — результат. Поджимаем полувысохшую венецианскую штукатурку. Когда это нужно сделать, вы регулируете, ну то есть начинаете поджимать, не тянется, уплотняется, значит можно. Или если за хельмой тянется штукатурка или деформируется, там царапины пошли или еще что, значит рано. Черный как хорошо видно, да? Не то что белое. Белое вообще нифига не видно. А черное все оставляем сохнуть до полного высыхания. А теперь мы будем подшлифовывать. Немножко сошлифуем все излишки. Начнем 600-й. В общем, мы отшлифуем и посмотрим, нужно ли еще слой добавлять. Начали мы с 600 номера. Шкурка, да, правильно называется? А то у нас, может, в Ижевске это шкурка, а в других городах, может, не шкурка. Подождите, пожалуйста. И дальше у нас пойдет 1000-е, сменили. Для чего 1000-ю мы почему меняем? Уменьшаем. Уменьшаем зерно. После того, как зашлифовали поверхность, ее нужно обеспылить. Мы это делаем с помощью влажной тряпочки, слегка-слегка влажной. Не грунтуем. Да, она почти сухая, то есть нам нужно пыль снять. Но немножко все равно влажная, мне кажется, лучше будет. По моему внутреннему убеждению. А сейчас мы, Роман Наилевич, что делаем? Железим. Шкурками можно до фанатизма, до 6000 доходить. То есть и можно начать не с 600, а с 300. То есть более еще будет эффектней. Ну да, чтобы ровнее как будто бы было. Тут все от ваших желаний. Подойти к этой стене много-много раз. Еще слой будем добавлять? Хватит. Кому как, кто как хочет. Мы, получается, нанесли 3 слоя. Тоненьких 3 слоя. Можно до 6 слоев. Можно нанести 2 пожирнее. То есть тут у каждого рука. Чтобы нам дали дополнительные слои. Больше глубины, ровнее поверхность. Ну, сейчас она такая гладкая, уже гладкая. Может быть, поменьше было бы вот этих, да? Вот этих много-много-много. Еще слой, слой, слой. И где-то что-то. Сейчас будем прорисовывать линии. Жидко разведенной белой венецианкой. Не колером, потому что колер будет размываться. Мы развели венецианку пожиже и с помощью кисти
наносим вот эти линии. Некоторые линии можно делать такими толстыми достаточно, некоторые тонкими-тонкими и даже как паутинка. И мы используем белый колер и еще желтый, хотя здесь мало видно, что это желтый, но вот, видно все-таки. Желтый цвет точно так же, колер перемешивали с венецианкой. Не просто чистым колером пользовались, а жидко развели его с венецианской штукатуркой. Оставляем сохнуть. Смотрим издалека, все нравится. Где что не нравится, добавляем, убавляем. Можно тряпочкой подтереть. То есть отходите, смотрите. И все, если все устраивает, оставляем сохнуть. Снова будем шлифовать. Шкурка номер 1000. Теперь войлоком. После того, как мы вот это вот все заполировали, на войлок, да? На войлок мы наносим воск. Его можно с помощью кельмы нанести очень тонко.
Это в качестве эксперимента. Воск вообще можно нанести с помощью кельмы очень-очень тонко. И после высыхания его заполировать с помощью, ну, меховой такой. Вот, давайте половину сделаем так, а половину кельмой. Очень тонкий должен быть слой воска. Бывают случаи, когда наносят толстый слой. Не нужно. Во-первых, это дорогое удовольствие. Во-вторых, никакого смысла в этом нет. А как хорошо здесь, да, нанесено? На войлок. Воск намазали и вкрутили его, грубо говоря. Сразу равномерно так лег. А кельмой вот так ложится. Сколько ждать высыхания? 4-5 часов. Не слышно тут. Я... 4-5. Да, я повторяю. То есть воск должен подсохнуть. И после этого будем его полировать. Ну, здесь вот мы уже начнем сейчас. После высыхания воска с помощью вот такой вот меховой насадки полируем. Итоговый вариант. Ну, в целом, получается как? Чем больше слоев венецианки, тем ровнее поверхность и больше ровности, скажем так, ровная плоскость и прямо гладкая-гладкая должна быть поверхность. Так вот получилось. Ну, вроде как и отражает, и все. Хотелось бы, конечно, поровнее, но мы нанесли сколько? 2-3 слоя. Вот так. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и всем пока.